Так, следующая у нас сакура. Вот такая вот красавица. Вот такая красавица. Все руки уже у меня замораны. Прошу прощения. Плотненькая, скрипучая глина. Погрызу, опишу. Но она не входит в список моих любимчиков. Так, что касается сакуры. Для меня это прям пыльная акварель. Она залипает посильнее, чем другие сорта. Залипание надо будет снимать. Вкус у нее, конечно, яркий. Сначала пыльный, а вот затем лично для меня она прям хорошо дает красками. И слегка у нее есть вкус полежавшей травы. Так осенью в парках пахнет. Так, беру свой любимый кусок суфле. Сейчас будем снимать залипание. Следующий у нас самоцветы. Очень красивый сорт. Прям очень. Цвет такой нежно-лавандовый, сиреневый. От светло-серого. Видно вам? От светло-серого перетекает в такой нежно... Ой! Лавандовый. Здесь вот вообще очень сильно видно. Плотная, на ощупь гладкая. Чувствуется, что будет жирная. Погрызу, опишу. Залипает она так же, как Астана. Очень сильно. Плотная, от небольших кусков откусывается хорошо. Рассыпается на такие небольшие кусочки, которые при намокании сразу залипают. Есть незначительный скрип, совсем чуть-чуть. В некоторых местах она, кстати, чистая. Угу. Чистый. Но встречается в ней залипание. Ой, скрип. Для меня вкус, вот сейчас у нее вкус слегка подвальный, мокрой земли, слегка акварельный, слегка
мокрые звездки. У нее вкус не кричащий, а такой, знаете, играющий, приятный. В ней есть сливочность, прям чувствуется это вкус сливок жирных. Вкус мокрой земли, слегка вкус мокрых красок. Прикольно, но надо снимать залипание. Хавать. У меня такой вкус подвальный, сырости. Ну, я просушу хорошо и сниму обзор. Так, следующая у нас акация. Этот сорт тоже не входит в список моих любимчиков. Вот это она зачищенная, видно вам? А вот это она не чищенная. Не отсвечивает. Так как я ее не очень люблю, я взяла 2 маленьких кусочка. Погрызу, опишу. Итак, акация. Акация для меня это чисто пыльно-меловой побелочный вкус. Никаких привкусов земли и чего-то я в ней не чувствую. Очень сухая, мучнистая. Пока она очень долго жуется сухо. И вот она пока долго сухо жуется, ты не чувствуешь скрип. Но стоит ей только намокнуть, все хана. Скрип ощутимый, как у белой плитки. Но белую плитку я люблю больше, чем акацию. Так, следующий у нас вот такой красавчик. Это бисквит. Приходит вот такими небольшими кусочками, и зачищать их, конечно, это геморрой полный. Цвет мне нравится, цвет такой капучино, прям коричнево-бежевый. И зачищаешь, она очень гладенькая встает. Приступим. Бисквит мне очень понравился своим вкусом. У него яркий подвальный земельный вкус. Прям слегка сырости, мокрой земли, мокрого леса. Офигенный вкус. Естественно, от таких кусочков он откусывается легко, с глухим хрустом. Есть скрип. Скрип местами ощутимый. Местами ощутимый, долго жуется сухо, затем в тугую кашицу подзалипает. Но офигенный у него вкус. Юпитер, все мы его знаем, очень красивый, очень у него раскрас, очень красивый, очень такой вот, видите, какие слои. Вот этот кусочек прям вообще красавчик. Видно вам? О, какая красота. Погрызу, опишу.
Итак, Юпитер лично для меня это вкус такого, знаете, пыльного кирпича красного. Сухой пыли придорожной и кирпичный. Откусывается несложно, по структуре схож с акварелью, схож, значит, с бисквитом. Откусывается легко, сначала сухой, затем в такую густую кашицу, есть подзалипание, но которая, опять же, повторюсь, снимается хорошо водой. Он скрипит, очень маркий. Очень маркий. Я сейчас вот руки не ототру от него. Так, поехали дальше. Крем-брюле. Крем-брюле. Крем-брюле я люблю. Иногда в охотку его можно погрызть. Бежевого цвета. Прям, знаете, такой цвет слоновой кости. При зачистке гладенькая, слегка морают ручки. Плотненькая. Крем-брюле, текстура один в один, как у Юпитера. Также откусывается, также ведет себя во рту. Сначала сухая, затем в подзалипающую массу, которая легко снимается водой. И вот у них очень схожие вкусы. То есть у крем-брюле вкус пыльный, придорожной пыли сухой. Слегка побелочный, слегка известковый. У Юпитера больше кирпичный. Так, едем дальше. Это у меня карамель. Это акварель, а это карамель. Вот такая вот красавица. Тоже такая увесистая, тяжеленький сорт. Разноцветный, но все цвета приглушенные очень. И цвет слоновой кости, и бежевый, и розоватый. Очень интересная. Плотненькая. Сорт достаточно плотный, откусывается с усилием. Мне было очень неудобно откусывать от такого куска. Структура мучнистая, поначалу сухая. Есть незначительный скрип, как у яшмы. Вот скрипят они одинаково, как яшма, так и карамель. Как воздушный рис лопается на зубах. Есть легкое подзалипание, слегка вяжет рот. Вкус мне она сластит. Вкус пыльный. Вкус такой, знаете, слегка сливочный, пыльный, разнотравие, цветочный. И она мне сластит. Земли я в ней вообще не чувствую. Для меня сорт карамель прям сладкий, цветочный привкус. Итак, мой любимчик аметист. Мой любимчик аметист. Обожаю. Разобрали его просто в лед. Ну ничего, скоро он у меня опять появится. Очень красивый, нежный, бархатный, хорошо морает руки. Цвет от лавандового, да, знаете, такого белесого. Бывает и с вкраплениями, как бордовый. Вот и желтые вкрапления какие-то есть. Очень нежный, мой фаворитище.
Итак, что по поводу аметиста, все вы его знаете. Не вздумайте, пожалуйста, откусывать аметист большим куском. Это настолько сухой сорт, это настолько пыльный сорт, что вы можете нехило подавиться. Не рискуйте, маленькими кусочками смакуйте. Я вот поняла, что чем больше я откусываю, тем меньше я чувствую вкус. Мне нужно откусывать небольшими кусочками. Я так чувствую вкус намного лучше. Очень пыльный, вкус свежести, сухой пыли, слегка меловой, слегка известковый. Встречаются солененькие кусочки, вкус разнотравия в некоторых кусочках есть. Очень многогранный и интересный сорт. Очень комфортный, очень мягкий, откусывается без усилий. Классный сорт. Следующий. Коралл. Вот такой красавчик. Знаете что? Когда я его получила, я немного напряглась. Его внешний вид меня, так сказать, слегка напряг. Но когда я его попробовала на дегустации, это, вы знаете, как говорят, как гадкий утенок. Не очень снаружи, но классный снутри. Прикольный сорт, мне он нравится. Он встречается не соленый, слабо соленый, сильно соленый, терпкий, вкус разнотравия, специй, пыли, мокрой земли. Очень многогранный вкус, и он играет. На него есть у меня полноценный обзор на канале. Кому интересно, посмотрите. Достаточная плотность у него, по структуре похож на бордо, откусывается с усилием, но быстро, как бы сначала сухой, затем в такую нежную сметанку, легко смывается водой. Классный сорт. Так, следующая голубая. Голубая. Приходит тоже вот такими небольшими кусочками, и адски ее зачищать. Вот она у меня зачищенная. Вот такая вот красавица. Давайте пробовать. Цвет нежно-голубой, она плотненькая. Даже от таких небольших кусочков она откусывается с таким нажатием. Очень-очень сильно залипает. Кусочки попались чистые, но бывает в ней скрип. Кремния присутствует. Она бывает с прожилками железа. Имейте это в виду. Залипло все. Плотная, имеет хруст. Откусывается так достаточно с нажатием. Для меня это прям молочная земля, жирная. Вот, кстати, по вкусу она схожа со страной Голд. Есть что-то в них общее. Вкус сливочный, жирных сливок.
Я бы даже сказала, вкус сливочного масла замороженного. Такой побелочный, меловой, мокрой извести. Земли не чувствую, если есть, то где-то там далеко в послевкусии. Это вот прям вот как Астана Голд. Очень классный сорт, мне очень понравилось. Но я возьму суфле, снять залипание. Это очень я подсела на суфле, прям очень мне нравится. Так, следующая Голд. Спорный сорт, кто-то его не любит из-за скрипа, но так как я получила этот сорт от прямого добытчика, могу сказать, так, приходит он 50 на 50. Чистый и встречаются железистые вкрапления. Кому как повезет. Это он у меня зачищенный, цвет приглушенно желтый, бывает вот такими вот он, с белыми вкраплениями, полосатый. Гладенький, когда его приходит, он, конечно, неказистый, но при зачистке он становится приятно гладенький такой в руках. Погрызу, опишу. Голд. Голд тоже попал в список моих любимчиков, где в кусках нет ярко выраженных железистых вкраплений, они практически не скрипят. Бывают вообще чистые куски попадаются. Вот в таком кусочке у меня попалась одна скрипучая частичка. Какой же он классный. Откусывается легко, структура мучнистая, очень долго жуется сухо. Его откусываешь, аж пыль в разные стороны. Вкус пыльный, вкус известковый, вкус печной. Вот кто глину от печки отковыривал со звездкой, вот вкус такой. Чувствую вкус слегка сливочный, она мне сластит. Классный сорт, однозначно Голд мой любимчик. Секрет. Маркий, плотненький, вроде как бы вот такого цвета. Вот видите, вот где встречаются вот такие вот места, он будет поскрипывать. Здесь, надеюсь, не будет поскрипывать. Шершавенький такой. Что касается секрета, по структуре
оливка, только намного мягче. Структура песочная, структура очень мягкого песка. Чистый. Он мягче опала, мягче заката. Это самый мягкий сорт, и вот из этого семейства, так сказать. Самый плотный оливка, самый мягкий секрет. Не скрипит. Для меня это вкус сухой пыли, сухой извести, сухого песка и бумажный. Когда буду снимать на него обзор, обязательно попробую его в мокром виде.